Случалось ли вам в своей жизни делать какую-нибудь херню, о которой вы начинаете жалеть буквально вот через минуту после того, как вы это сделали? Бывало такое? Бывало такое, да? А у меня для вас хорошая новость. Это были не вы. Это были не вы. Это был ролевой захват. То есть это был ролевой захват, то есть некая картина мира, которая вас ловит и играет в вас. И в этом плане, да, бес попутал. И это действительно бес попутал, в кавычках. И вот в этом плане большинство людей живет в сонном состоянии. Что такое сонное состояние или состояние сна? Это когда, по сути, ваша картина мира играет в вашу жизнь. Не вы играете, а она вас играет, соответственно. И это до 6-го уровня спирали. Мы просто раньше делали проекты без знакомства с спиральной динамикой. То есть мы сразу накатывали операционную систему самоуправления, ролевую. Потом мы прекратили это делать, и сейчас мы без глубокого 3-дневного тренинга спиралки мы не начинаем проект, потому что до тех пор, пока мы не объясним, как устроена игра, нет смысла накатывать операционную модель. И вот, значит, если кратко, то ролевой захват – это когда вы что-то делаете, о чем вы жалеете. Потому что если действуете вы настоящий, то вы не жалеете о том, что вы делаете. Если это действуете вы настоящий. Смотрите, цель самоуправления не в самоуправлении. Цель самоуправления – это чтобы творить великие вещи. Причем эффективно творить, много творить, плодотворно творить. Вот основная идея. Идея в том, чтобы делать. И в алхимии это называется великое делание. И вот личностные роли – это первый 6 уровень спирали, 7-й уровень – это уже вы настоящий начинаете играть. Там уже нет жалости, там нету страха, там нету стыда. Там нет много чего, что сжирает огромное количество энергии у обычных людей. Вот как стать не обычным человеком, а стать большим. Вот это секретка. А мы все-таки сейчас зададим конкретный вопрос. Мы в свое время с Викторией, не знаю, как Виктория, я, например, достаточно переживал перед первой примеркой самоуправления для театра Арлекиниада, театра Вадима как раз. Последний раз я так переживал, когда проводил тренинг для 300 православных священников 10 лет назад. Я помню, после него мне вообще ничего было не страшно, потому что потому что они все в черных рясах, бородатые, прям с крестами. Вот реально, это была Санкт-Петербургская православная духовная семинария. Мне тогда было меньше 30 лет, и я тогда прям ворочался. Это был тренинг по майнд-менеджменту и тайм-менеджменту. Я этим занимался. У меня вышла книга по майнд-менеджменту, и они, кстати, очень рисовали карандашами. Оказались нормальные люди. Да. То есть оказалось вполне себе нормальные, адекватные ребята, которые тоже хотят хорошего. Кстати, еще одно открытие очень важное 7-го уровня, то, что нету плохих людей, не существует зла как такового. То есть есть картина мира, которая заставляет делать плохие вещи, но все люди добрые. Наш внутренний центр, он добрый, он не может делать зла осознанно. И всю херню, которую мы делаем в жизни, мы, как правило, делаем из ролевого захвата.